Всем привет! Меня зовут Евгения, и вы на канале Вкусно ТВ. Сегодня будем готовить вот такой турецкий бörek с невероятно вкусной начинкой. Готовится просто, а выглядит, смотрите как, и очень-очень вкусно. Так что, если же вам хочется узнать, как это приготовить, то я с радостью поделюсь с вами этим рецептом. Вам всего лишь нужно остаться на канале и посмотреть, как же это готовится. Для начала мы будем замешивать тесто. Здесь у меня мука, просеянная пшеничная мука. Первым делом добавляем дрожжи, соль, белок от одного яйца. Желток мы также будем использовать. Все хорошенько перемешали, и сейчас будем добавлять теплую воду и замешивать тесто. Все. А сейчас время поработать ручками. Замешиваем тесто руками, либо же с помощью миксера. Итак, замесили вот такое эластичное тесто. Смотрите, оно очень мягкое. Немножко может липнуть к рукам, но ничего страшного. Абсолютно, смотрите, прям супер-супер мягкое. Сейчас мы его оставляем в теплом месте, накрываем полотенцем, либо же пленкой, чтобы оно не обветривалось и подходило. А тем временем займемся начинкой. Для начинки нам понадобится картошка, ее мы отварим сейчас, луковица средняя, перец зеленый и красный, это все сладкий перец, и также специи. Немножко также растительного масла. Сейчас поставим картошку вариться, лучше это делать заранее, до того, как еще готовите тесто, тогда будет быстрее. В сковородку наливаем масло и добавляем мелко порезанную луковицу. Две-три минутки пассируем. Следующим добавляем перец, тоже мелко порезали, красный и зеленый перец. Это сладкий перец. И еще буквально пару минут будем пассеровать. Сейчас добавляем специи. Здесь у меня есть мята, паприка, соль, острый перец, черный перец и тимьон. Все это добавляем. И хорошенько тоже помешаем. Боже, как приятно пахнет. Потрясающий аромат. И следующее, что нам понадобится. Как вы помните, мы отварили картошку, и я сделала из нее вот такое вот пюре. И сейчас это все добавляем сюда. Также все помешаем. Еще минутку спустя добавляем зелень. У меня это укропчик и петрушка. Все помешаем последний раз. Посмотрите, и красиво, и ароматно, и вкусно. Поверьте на слово. Ну, либо же проверьте сами. Я думаю, что последний вариант лучше всего. Так, все, выключаем плиту
И начинка готова. Итак, посмотрим, как дела у теста. Вау, смотрите, как оно подросло. Сейчас нужно его немножко обмять, чтобы весь воздух вышел. Буквально капельку, совсем чуть-чуть. И опускаем сюда тесто. Смотрите, даже не прилипло. И еще его немножко обмять. Очень мягкое. Немножечко липнет, но не страшно. Видите, оно и отходит. Так. Сделаем его вот так немножко. И сейчас приблизительно на глаз поделим на две части. Хорошо, оставляем это сюда, пускай здесь отдыхает. Накроем также, чтобы не обветривалось, тем же полотенцем. Очень нежное, очень мягкое, замечательное тесто получилось. Так. Снова немножко муки. Так. Берем вот такую вот скалку. Аквала называется. И раскатываем. Тесто раскатали. Здесь у меня также такая форма. Я ее хорошенько смазала всю растительным маслом и также стенки. И сейчас старайтесь раскатывать тесто так, чтобы оно было как раз по диаметру, по размеру, как ваша посуда, форма, в которой вы будете это все выпекать. Так, и сейчас с помощью скалки берем, вот так переносим тесто. И просто вот так его раскладываем. Вот так укладываем. Если где-то толще получилось, ничего страшного. Тесто это же как пластилин, поэтому из него можно вылепить то, что нам нужно. Вот так вот разровняйте, сделайте одновременно по всему диаметру, и чтобы была толщина более или менее одинаковая. Я думаю, что здесь понятно. Сейчас я покажу, что получилось. Так, вот что у вас должно приблизительно получиться. Все.
теперь можно выкладывать начинку. Начинка тоже немножко подостыла. Сейчас я сразу выложу всю, а потом буду ее тоже аккуратненько. Так. И сейчас вот так по всему тесту раскладываем начинку. Немножко даже можно как бы прижать вот так. Потому что тесто все равно будет подходить. Мы сейчас его оставим. И оно будет еще подходить. Смотрите, очень красиво уже выглядит, правда? Все, это пока оставляем. И сейчас будем раскатывать вторую часть теста. Можно опять немножко обмять, потому что снова тесто пузырится, пока мы занимались первой частью. И оно такое воздушное, поэтому немножко его обминаем. Если вы хотите сделать более тонкий слой теста, то есть чтобы было такое, знаете, больше похоже на не на булочку такую пышную, потому что когда оно приготовится, оно будет таким пышным. Вот. Значит, нужно добавить меньше муки. То есть добавляйте не 5 стаканов муки, а 4 стакана муки. Тесто будет более липким, и раскатывать его будете, например, просто с помощью рук и масла. Просто растягивать по поверхности надо будет, и тогда еще больше добавим. Тогда будет тесто более тонкое и, соответственно, немножко по-другому будет выглядеть. Все, сейчас точно так же. Ох, неудача. Сейчас точно так же раскатываем до размера нашей формы. Вы можете пользоваться любой скалкой, которая у вас есть. Так, ну это приблизительно как раз по размеру нашей формы. Сейчас также с помощью скалки все это переносим на тесто. Вот так пальчиками немножко проходимся и как бы пытаемся их соединить. Два слоя, да, вот так немножко нажимаем и туда углубляем. Так, можно вот так немножко прижать, если вдруг есть какой-то воздух, а он, естественно, есть, чтобы он вышел. Так, все, прекрасно, все готово. На самом деле очень просто и даже быстро, я бы сказала. Все, сейчас нужно накрыть пленкой и на минут 20 дать расстояться тесту. Итак, спустя минут 20 убираем. Смотрите, как хорошо все подошло. Духовку к этому времени уже можно включить. И сейчас берем просто с помощью пальчиков, наших ручек, вот таким образом. Ищем серединку и вот так
намечаем. Немножко липнет, поэтому нужно взять масло. Просто буквально пальчики вот так вот макнуть в масло. И, в общем, стараемся вот так углубить. Так, видите, как оно хорошо все подошло. Так, ой. Делаем такой крестик сразу. Потом каждую тоже вот так. Так, липнет снова. Опять смочили в масло и вот так. Если вот так за пальчиками тянется, то макайте в масло и старайтесь так, чтобы поглубже, потому что оно опять будет подходить. Ну, не надо пробивать как бы сквозь все тесто, буквально только, наверное, до первого, я бы сказала, пласта теста достаем, а его так насквозь не прокалываем. Ну, я думаю, что достаточно. Здорово, да? Мне очень нравится. Так, сейчас тот желток из яйца. Я добавила сюда 2 столовые ложки водички, чтобы он был более такой жидкий. И все хорошенько смазываем. И повторюсь, духовка уже включена. Я ее уже включила, она нагревается на 180 градусов вверх-вниз. Вы же смотрите по своей духовке. Возможно, кому-то достаточно 170, 160. Каждая хозяйка знает уже свою духовку, при какой она выпекает обычно. Вы не переживайте, что рецепт с мукой, с тестом, что это не диетическая еда и прочее. Просто-напросто можете сделать меньшую порцию на меньшую форму, да, буквально там, ну, совсем маленькую, наполовину поделить. Вот, либо же пригласите гостей. Здесь разобрались. И следующее, что нам понадобится, это семечки, кунжут и кто как называет, черный тмин, черный кунжут, по-разному. Специи, кстати, хотела сказать, специи, вот эта скалка, вот подобные формы. Все это будет у нас на сайте, так что следите за открытием сайта. Вы все это сможете приобрести из любой страны абсолютно. Отправим куда угодно. Все готово. Отправляем в духовку до золотистой корочки. Будем наблюдать. И спустя полчаса, посмотрите, какая прелесть у нас готова. Сейчас немножко подождем, пускай остынет, и тогда посмотрим, как у нас там что внутри. Посмотрите. Тесто буквально как пух. Видите? Очень мягкое, воздушное. И эта начинка просто вау. Конечно же, я добавила красный острый перец, поэтому начинка такая, знаете, островатая и прям ешь и хочется. Вы же, если не переносите, либо не любите острый перец, можете смело его исключить. И будет, поверьте мне, точно так же вкусно. Поэтому я надеюсь, что этот рецепт вы обязательно приготовите. И если вам он понравился, то я жду от вас лайки. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Вот с такими различными простыми и очень вкусными рецептами. На этом я прощаюсь. Всего хорошего, приятного вам аппетита и будьте счастливы. Пока-пока.